Добрый день, уважаемые зрители! В данном видео мы рассмотрим работу кошелька Smart Hold'em. Для этого заходим на официальный сайт платформы smarthold'em.io, нажимаем кнопку Get Wallet, переходим на GitHub, выбираем платформу, для которой будем устанавливать кошелек, скачиваем, запускаем, установка автоматическая, ничего сложного. После установки заходим непосредственно в сам кошелек. Более подробно сейчас пройдем по всем элементам управления кошелька. Первое. Application. Информация о самом клиенте кошелька. Здесь же есть ссылка, куда необходимо отправлять баг-репорты, если вы вдруг обнаружите какие-то баги. Второе. Настройка безопасности. Эта настройка не позволяет делать скриншоты и вести запись с экрана. Вот если включить, то вы сейчас увидите черный экран. Далее. Версия самого кошелька. Вообще-то эта кнопка, но пока у нас не создан аккаунт, она не активна. Как она работает, я покажу чуть позже. Далее. Если для текущей версии у нас есть обновление, то здесь появляется кнопка, при нажатии на которую также нас отправляет на GitHub. Скачиваем новую версию, запускаем, установка автоматическая, ничего удалять не нужно, все установится само. Все настройки со старой версии перенесутся автоматически в новую. Далее выбор сети. Mainnet — основная сеть, рабочая на данный момент. Testnet — это сеть тестовая, в которой производилось раньше тестирование. То есть выбираем основную сеть. Далее меню настроек. Здесь есть языковые настройки, вы можете выбрать тот язык, с которым вам удобнее работать. Звуковые оповещения включить-выключить, также автоматическое обновление. Его лучше включить, иначе придется обновлять вот на эту кнопку, нажимать вручную кошелек. Далее импорт аккаунта и создать новый аккаунт. Кнопки продублированы на основном меню. Также есть возможность добавить контакт, настройка или менеджер сети и настройки оформления. То есть здесь можете выбрать по вашему вкусу тему оформления, темное, светлое, либо пользовательски установить, как у меня. Далее сетевые. Сеть указано, к какому пиру вы в данный момент подключены. Также эти настройки, частично эта информация дублируется на основном меню. Вы можете переключить, к другой ноде подключиться. Здесь также указано, сколько блоков в настоящий момент в блокчейне, время последней проверки, время отклика. Следующее меню. Перезапуск кошелька. Дальше сброс всех данных, всех настроек. То есть удалятся все созданные аккаунты, контакты, пользовательские настройки и так далее. Далее идут ссылки на официальный Telegram, официальный Twitter, официальный форум проекта и выход из кошелька. Для того, чтобы создать новый аккаунт, нажимаем Create аккаунт. Здесь видим нашу секретную фразу, пас-фраза, она же seed-фраза. На этот момент хочу обратить особое внимание. Сохраните эту фразу из 12 слов в надежном месте, лучше в нескольких местах, потому что если вы вдруг потеряете эту фразу, восстановить доступ к вашему кошельку будет физически невозможно. Или если эта фраза попадет в чужие руки, у постороннего человека будет полный доступ к вашему кошельку. Не храните ее в электронном виде, на компьютере или в мобильном устройстве, в виде текстового файла, скриншота, фотографии и так далее. Не пересылайте ее по почте или в облаке. Для того, чтобы эту фразу было удобно использовать, например, копипастить, допускается хранить ее в виде текстового файла, но в архиве с хорошим сложным паролем. После того, как вы сохранили фразу, нажимаем «Далее». А программа требует от нас повторить 3, 6 и 9 слово. То есть 3, 6
и 9. Нажимаем «Создать». Пожалуйста, аккаунт создан. Сейчас попробуем создать аккаунт другим способом. Вот если нажать на кнопку «Импорт аккаунт», здесь есть возможность первая. Если у нас уже создан аккаунт, мы вводим нашу секретную фразу, нажимаем «Импорт» и получаем доступ к нему. Либо реализована возможность на основании пользовательского пароля любого, любой абракадабра, либо какой-то ваш пароль, сгенерировать пару, приватный ключ и адрес. То есть, вот, допустим, вот это вот будет являться паролем для нашего кошелька. Вот у нас два адреса, первый и второй. Также из этого меню можно добавить какой-либо контакт. Сейчас попробуем добавить. Для этого пойдем в блок Explorer, выбираем наобум любой контакт, копируем адрес, вставляем, как-нибудь его называем. Пожалуйста. Теперь мы имеем отдельное меню «Наши аккаунты» 2, либо меню контактов. Более подробно по ним пройдемся. Значит, аккаунт. Первое. Здесь мы видим наш адрес, баланс этого кошелька. Следующее меню. Отправить монеты. Здесь указываем адрес, на который мы отправляем. Любой, то есть адрес получателя. Сумму, какую мы отправляем, либо отправить все монеты. Дальше можем отправить сообщение, прикрепить к этой транзакции. И подтверждаем ее нашей секретной фразой. Нажимаем Next и подтверждаем. Также есть возможность отправлять одной транзакции сразу на несколько адресов. То есть до 20 адресов можно указать в CSV файле, вот в этом формате. То есть указываем путь к файлу, подтверждаем нашей секретной фразой и отправляем деньги. Далее экспорт. Здесь мы можем указать временной интервал, за который мы хотим экспортировать историю операций по данному адресу. Также он сохраняется в виде таблицы. Далее. Можем этот адрес открыть в блок Explorer. Следующее. Можем его удалить. Либо можем его подписать. Сейчас он в виде адреса у нас. Можем его обозвать как-нибудь. Теперь в списке адресов у нас появилось вот его имя, подпись. Также можем зарегистрировать делегата. Более подробно останавливаться на этом моменте я не буду. Под видео оставлю ссылки на форум. Там есть более подробное описание, как эта система работает, что такое делегаты, как за них голосовать и так далее. Также имеется функция создать второй пароль. На этом моменте чуть подробнее. Второй пароль вам стоит это 5 монет. И второй пароль служит для подтверждения любых транзакций, которые вы будете отправлять с этого адреса. Создана для удобства, потому что сам клиент кошелька запоминает вашу пасфразу. Когда вы заходите, вы уже попадаете непосредственно в свой кошелек. И если у вас есть подозрение, что третьи лица могут иметь доступ к вашему компьютеру, то лучше установить эту защиту. Также полезно будет для делегатов, если опять же есть подозрение, что к вашему серверу имеет доступ третьи лица и могут увести вашу секретную фразу, пасфразу. Далее. В этом поле будут отражены все транзакции по текущему адресу. Раздел голосования, голоса. Также вы можете проголосовать за любого делегата. То есть выбираете делегата, за какого голосуете. Подтверждаете пасфразой. Голосование стоит 1 монету.
Также есть раздел «Подпись сообщений». Подпись сообщений может потребоваться при подтверждении владения конкретным адресом Smart Cold без раскрытия самого приватного ключа. Также более подробно по ссылке под видео. Далее, контакты. По сути, всю информацию, которая здесь предоставлена, мы можем посмотреть в Block Explorer. Но здесь можем накидать контактов, по которым всю информацию нам будет предоставлять интерфейс кошелька. То есть здесь мы видим имя, каким мы сами его назвали, также видим адрес, можем посмотреть публичный ключ, видим баланс, можем также экспортировать все операции за определенный интервал времени, можем его изменить либо удалить. Здесь также видим, видите, список транзакций. Также голоса, за кого голосовал человек. Если это зарегистрированный делегат, то мы видим его имя, ранг, количество голосов, которые за него отдано. Также видим эффективность его. Ну и также есть сервис подписи сообщений. Ну и, наверное, на этом все. Спасибо за просмотр. Всего доброго.